Всем привет, это Руслан Ивиев. Сегодня 26 октября, это новая сводка с фронта. На этой неделе новости посыпались с большей части линии фронта. Я начну с Херсонской области и буду двигаться против часовой стрелки по карте. Под конец недели появились довольно-таки странные сообщения, связанные с городом Херсон. Сначала прокремлевское издание МЭШ, это которое бывший Life News, опубликовало новость, что российские военные ведут бои за остров Карантинный, а армия Украины потеряла там уже 500 бойцов. К сообщению они прикрепили запись из беспилотника, где мы видим отдельные удары, предположительно минометом, по острову Карантинный, находящемуся в устье Днепра. Дальше Владимир Сальдо, это назначенный Россией типа губернатор Херсонской области, опубликовал сообщение, что российские десантники уже захватили плацдарм на острове, что, по его словам, открывает новые возможности под контролю над западной частью города Херсона. Он тоже приложил к своему сообщению видео, но другое. В нем мы уже видим более профессиональную съемку и нарезку с камер российских военных, которые были закреплены на них. На этих кадрах российские солдаты сначала плывут на лодке куда-то, высаживаются в каких-то камышах, потом на руинах какого-то здания ставят флаг ВДВ России. Увидев такие сообщения, агентство ТАСС решило, что ого, ничего себе новости, плацдарм в Херсоне, срочно надо выпускать заметку. И выпустила несколько сообщений, фактически повторяющих написанное Сальдо. А ТАСС, для тех, кто не знает, это не абы какое СМИ. Это государственное агентство под контролем администрации президента, которое выпускает официальные новости о деятельности российских властей. То есть публикации агентства ТАСС отражают официальную позицию властей, а не просто сообщение какого-нибудь Z-блогера или мелкого чиновника, который ляпнул глупость. Видимо, поэтому вскоре по той же самой ленте новостей ТАСС пошла заметка, что они аннулируют все предыдущие сообщения, связанные с островом Карантинный и российской операцией на нем. А аннулируют их потому, что Министерство обороны отозвало их. Примерно в тот же момент и армия Украины публикует видео из центра микрорайона Корабел, показывая, что в Херсоне никаких российских военных нет. Он находится под полным контролем ВСУ. Что это было? Непонятно. Возможно, какому-то местному российскому военачальнику захотелось поощрения, и он отправил группу российских солдат срочно соорудить ему перемогу. Дополнительная путаница может возникать из-за разных топонимов, потому что есть остров Карантинный, есть район Корабельный, а есть микрорайон Корабел. И это все не тождественные понятия. Карантинный остров находится в устье Днепра, к юго-западу от основной части города Херсона. На этом острове, в его восточной части, есть жилой микрорайон Корабел, который входит в состав большого района Корабельный, который, в свою очередь, является частью города Херсон. При этом Корабельный район большей своей частью находится на материковой части города Херсона. Но маленькой частью, а именно микрорайоном Корабел, он находится также и на острове Карантинный. Получается вот такая сложная матрешка. Скорее всего, российские военные действительно форсировали Днепр, но ближе к западной части острова Карантинный, там, где нефтегавань. И где-то там сняли свое видео, а потом уплыли обратно. И поскольку есть вот такая сложная конструкция с этими островами и районами, у всех это постоянно все смешивается в голове и уравнивается. Отсюда потом появляются новостные заголовки чуть ли не о штурме Херсона. Собственно, я потому и включил эту новость в сводку, потому что чуйка мне подсказывает. В каком-то подобном ключе мне явно начнут задавать вопросы. Опять будут интересоваться, а возможен ли штурм Херсона? Хотя я раз 100 уже отвечал, что нет, невозможен. Форсировать Днепр для проведения диверсионной акции, рейда, съемки пропагандистской акции возможно. Можно даже попытаться высадиться непосредственно в городской черте, где-нибудь в районе остатков Антоновского моста. Но вот именно спланировать наступательную операцию с последующим штурмом города – это невозможно. Но различные выпускники Академии Генштаба России будут регулярно уверять вас в обратном. Река Днепр достаточно надежно защищает Херсон от всех этих тактик тотальной инфильтрации и, соответственно, засад на украинские силы, а также расстрелов гражданских на улицах, но не защищает от воздушных атак. Помимо постоянного сафари на людей, которые устраивают российские дроноводы, убивая своими бесплодниками мирных гражданских лиц в городе, на этой неделе было еще осуществлен массированный обстрел города реактивными снарядами «Града», вследствие чего есть погибшие и пострадавшие. Причем российские ресурсы спокойно демонстрируют каждый обстрелы города неизбирательным оружием, называя это уничтожением точек работы операторов беспилотников. И вот в этом кроется отдельный уровень наглости российских пропагандистов, потому что любой человек, хоть немного понимающий в оружии, скажет вам, что
что пытаться уничтожить позиции операторов-беспилотников с помощью реактивной системы залпового огня «Град» — это идиотизм. Все равно, что играть в дартс с завязанными глазами. Где-то раз в 4-6 месяцев на запорожском направлении происходят новые волны масштабных атак на украинские позиции. Остальное время там идут исключительно позиционные бои. Поэтому запорожского направления практически никогда не бывает в моих сводках. Но не в этот раз. Эта неделя началась с масштабной механизированной атаки российских сил с 3 направлений. Со стороны Нестерянки, Работина и Новопокровки. В атаке использовались танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и мотоциклы. Части колонн удалось доехать до села Малая Токмачка и десантировать пехоту. Дальнейшая ее судьба пока до конца неизвестна. Есть кадры, как по пехоте бьют украинские беспилотники, но пока непонятно, остался ли кто-то еще. Возможно, часть успели разбежаться и засесть в разрушенных зданиях. Посылать пехоту, чтобы они прочесывали все постройки в селе в поисках уцелевших российских солдат, слишком опасно. Поэтому сейчас украинские дроноводы будут мониторить обстановку в селе. И если таки окажется, что уцелевших много, то туда пошлют бронетехнику, которая и будет производить зачистку. Двигаемся дальше. В районе стыка 3 областей, Запорожской и Днепропетровской, где они примыкают к юго-Донецкой области, по-прежнему инициатива за российскими войсками, которые на широком участке выходят к берегу реки Янчур. Начиная с этой недели вы будете часто видеть алармистские сообщения по части города Покровска. И отчасти они обоснованы. Уже сейчас можно встретить сообщение, что битва за Покровск вступила в свою решающую, заключительную стадию. И действительно, многие, в том числе украинские ресурсы, пишут о большом количестве российских штурмовиков, которые проникли в город и накапливаются там. Даже на картах украинского мониторингового проекта Deep State, который, на наш взгляд, часто запаздывает с реальным отображением ситуации, можно увидеть, как заметно расширилась серая зона в городе. Российские военные держат под контролем заметный кусок в южной части города. Является ли это заключительной частью операции «За город»? Ну, наверное, в каком-то смысле. Но эта завершающая часть может длиться еще долго, особенно учитывая военную политику Сырского. Даже когда 2/3 или 3/4 Покровска будет под полным контролем России, довольно-таки очевидно, что Сырский будет продолжать давать указания стоять до конца за каждый последний дом. Бахмутский сценарий продолжает преобладать в выборе действий на линии фронта. Хотя с российской стороны, как видите, штурм городов теперь не похож на бои за Бахмут. Я думаю, вы обратили внимание, что не было какой-то волны новостных сообщений с кадрами массовой атаки на город, ожесточенными перестрелками на улицах и так далее. Постепенно, через накопление солдат в отдельных местах, захватывали улицу за улицей. Теперь давайте поговорим про территорию Добропольского прорыва. В прошлой сводке я уже говорил, что Deep State показывает продолжающийся успех украинских сил на этом участке фронта. Я тогда сказал, что я пока не видел подтверждающие кадры, но отдельные моменты говорят в пользу версии Deep State. И вот за эту неделю подтверждающие кадры появились. Украинские военные сняли установку флага в Кучеровом Яру и взятие в плен нескольких российских военных. И в целом на этой неделе украинские силы еще больше откинули российские войска в северной части бывшего прорыва, и ВСУ отбили ряд позиций. Так что в этой ситуации как раз-таки не Deep State, а мы несколько запоздали с отображением ситуации в каком-то смысле. За вот этот отросток бывшего выступа в районе Кучерова Яра и Нового Шахова отвечает 51-я общевойсковая армия Вооруженных сил России. Я думаю, что в результате длительных боев на этом направлении они понесли существенные потери. И поэтому теперь у них не удается эффективно удерживать свои позиции. Поэтому ситуация и развернулась в обратную сторону. А вот силы российских морпехов, которые перебрасывали на это направление на более позднем этапе, еще полнокровны, так сказать. И поэтому попытка украинских сил в целом срезать Добропольский прорыв по реке Казенный Торец не достигла успеха. Морпехи держат эту горловину выступа и, наоборот, пытаются расширить ее. Вот даже вчера была очередная механизированная атака со стороны Новоторецка в сторону Владимировки. Опять безуспешная. Наблюдатели, исследователи пишут, что российские бригады морской пехоты также пробуют и немного другой угол атаки. А именно пытаются зайти со стороны Полтавки вдоль одноименной реки каскада водохранилищ на Новопавловку. Через нее идет дорога со стороны Владимировки, через Шахово и Софиевку до самой Дружковки. Это дорога снабжения украинских сил. И задача тут та же самая, какая была и с атакой на Софиевку – отрезание снабжения. Переместимся на Константиновское направление. На прошлой неделе я сообщал об успехе украинских сил, как они выбили российских солдат из дачного кооператива «Ягодка», которая граничит с южными окраинами Константиновки. Теперь маятник качнулся в обратную сторону. Российские военные не вернули под свой контроль дачный кооператив, но вот теперь им удается проскальзывать сквозь него
и они начали появляться уже в самом районе Сантуриновка, города Константиновка, который ранее планировали атаковать. Исследователь, действующий в соцсетях под никнеймом Playfra, пишет, что для него это ознаменовывает начало боев за город. На северском направлении были очередные массированные атаки с применением большого количества бронетехники в районе Верхнекаменского и Серебрянки. С одной стороны, в интернете постоянно пишут про аэродронов, а некоторые доходят даже до таких абсурдных утверждений, вроде того, что танки изжили себя как вид техники. Это чушь. Танки по-прежнему применимы. Как говорил Майкл Кофман в одном из подкастов, пройдет 100 лет, люди по-прежнему будут воевать танками. И вот кадры северского направления показывают, что защита бронетехники от беспилотников тоже совершенствуется. Да, такая защита выглядит аляповато, карикатурно, смешно. Все вспоминают либо Mad Max, либо Дюну. Но это работает. Многие исследователи на этой неделе, на примере кадров северского направления, описывали так называемый монстр-танк, который смогли остановить только после 25 попаданий беспилотников. Хочется сказать, что он продолжал переть как танк, но это и есть танк. Северский участок — это одно из тех направлений, где видно, насколько огромна теперь серая зона на фронте. Вы это можете увидеть своими глазами, открыв тот же самый Deep State. И, судя по всему, серая зона еще больше. Донецкая областная прокуратура открыла уголовное дело по очередному случаю расстрела российскими военными жителей одного из поселков под Северском. Выжившие местные жители говорят, что к ним в дома ворвались российские солдаты, которые требовали сказать, где позиции украинских войск. И поселок этот — Звановка. Раз там уже вот таким образом появляются российские солдаты, значит, этот поселок тоже в серой зоне. При этом до нынешнего момента никто о нем не сообщал в контексте боев. Аналогично и на Лиманском направлении. Огромный серый кусок даже на картах. Российские военные регулярно оказываются на окраинах города Лимана. Как и по Покровску, похожие алармистские сообщения можно теперь видеть и по городу Купинску на Харьковском направлении. Российские солдаты дошли до центра города и теперь периодически проникают в микрорайон Юбилейный. Таким образом, последняя трасса снабжения украинских сил в Купинске и на всем левом берегу реки Оскол либо уже физически перерезана, либо скоро будет перерезана. Есть большая вероятность, что в скором времени может начаться развиваться Курский сценарий. Во время боев за Курскую область российские дроноводы смогли перекрыть единственную дорогу снабжения, идущую со стороны Сум в сторону Суджи. И сразу после этого продвижение российских сил резко ускорилось. Украинский плацдарм в Курской области начал быстро схлапываться. И вот то же самое может в скором времени произойти в Купинском, поскольку последняя дорога, идущая от Купинска на Шевченково, теперь недоступна. И дальше станет большой вопрос с остальной частью украинского плацдарма на левом, то есть восточном берегу, потому что других надежных переправ через Оскол, помимо города Купинска, нету. Так что потенциально можно в ноябре ожидать новостных заголовков, что темп продвижения российских сил резко ускорился. Потому что складываются вот такие ситуации, как в Покровске и Купинске. Опять-таки, каких-то долгосрочных выводов из этого делать не следует. Например, таких, как делало издание Economist недавно, которые посмотрели на темпы за последний месяц и написали что-то вроде того, что с таким успехом российским силам потребуется больше 100 лет. Ей-богу, это такая чушь. Война нелинейная. Нельзя брать темп за последнюю неделю, месяц и из этого делать какие-то долгосрочные прогнозы, делать экстраполяцию. И, наконец, еще один участок Харьковского направления, про который очень давно не вспоминали. Это район Волчанска. Российским войскам спустя много месяцев удалось форсировать реку Волча и добраться до села Синельниково. Уже появляются кадры с его окраин. Это пока не бог весть какое развитие участка фронта, но в целом посмотрите на всю сегодняшнюю сводку. Практически весь фронт горит. Незатронутых участков практически нету. Везде какая-то активизация. Я даже удивлен, что меня пока что журналисты не спрашивали о каком-нибудь осеннем наступлении. В целом, сейчас по фронтам ситуация даже активнее, горячее, чем в отдельные месяцы этого лета. Главной новостью этой войны на этой неделе для подавляющего большинства стало то, что можно условно назвать как «лед тронулся». И нет, это не связано с томагавками. Ровно наоборот, с томагавками мои исходные предположения оказались верны. Трамп теперь уже окончательно сказал, что их точно не дадут. С другой стороны, Белый дом ввел экономические санкции против Роснефти и Лукойла. Главный сюрприз здесь в том, что не пришлось их ждать очередные 2-3 недели. Они уже введены. Плюс Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Но я не буду притворяться, будто я весь такой из себя мультиспециалист.
разбираюсь во всех темах. Нет. Я в экономике не шарю. И, честно признаюсь, не знаю, насколько это существенный удар по России, насколько чувствительны эти санкции. Несомненно, они повлияют на российскую экономику. Но в той ли степени, чтобы Путин пошел на какие-то уступки по войне или даже согласился заморозить ее? Не знаю. Плюс моментального влияния точно не будет. Даже сам Трамп, отвечая на едкое замечание Путина по поводу этих санкций, сказал, что посмотрим через полгода. Имея в виду, что через полгода можно ожидать реального эффекта санкций. Оставим этот вопрос настоящим экономистам. Пускай они расскажут всем нам, насколько это серьезный удар. Ну а я буду продолжать вам рассказывать про то, в чем я действительно шарю. Так что до встречи через неделю. Но если хотите нас поддержать, то все ссылки есть в описании. До встречи и пока.